Всем привет, друзья! Только посмотрите, что у меня появилось. Я, конечно, говорю про вот этот флакон. Это опиум от Yves Saint Laurent, версия 2009 года. Это у меня версия Eau de Parfum, флакон 90 мл. И здесь у меня остаток во флаконе, где-то 2/3. Купила я этот флакон на днях на барахолке. Конечно, где же еще я покупаю свои флаконы в основном. Ну, учитывая, что флаконы я вообще покупаю крайне редко, в основном от Леванты, то это, конечно, для меня событие. У меня где-то уже было видео на канале о том, как я хотела уже купить этот аромат. Уже видела его на барахолке, и тогда я не купила его. Это было уже где-то года полтора назад. Не меньше, скорее всего, потому что было это давненько, и в то время я не работала и не могла себе позволить купить этот флакон. Та сумма, которую за него просили, на тот момент для меня было дороговато. И при том, что я знала, что этот аромат я куплю в основном для коллекции, в основном для расширения своего кругозора. И носить буду его, скорее всего, редко. Вот так как я почитала отзывы об аромате, ну и все-таки, конечно, на сегодняшний день он считается ароматом старой школы и тяжеловатым для частого использования в сегодняшних наших реалиях. Вот, поэтому тогда не купила, так как по финансам тогда я покупала, если покупала какой-то флакон, то мне нужно было хотя бы понимать, что я буду его носить, буду им пользоваться, если цена не бюджетная. Вот. Ну, а за этот аромат, в принципе, просили не совсем такую, скажем, низкую цену, как для барахолки. Конечно, в магазине он сейчас стоит где-то в 3 раза больше, такой флакон полный. Вот. Ну, конечно, для коллекции иметь этот аромат мне очень хотелось всегда. Мне кажется, я говорю, всегда хотелось, да. Начнем с того, что о существовании этого аромата, мне кажется, я знала всю свою жизнь. Даже еще в детстве я помню, что такой аромат, как опиум, да, это еще в моем детстве я где-то слышала об этом от мамы. Возможно, у нее была какая-то миниатюрка, вот уже я точно не помню. Но когда я уже там стала немножко подрастать, и мы обсуждали какие-то, речь заходила о духах, о парфюмерии, то, конечно, мама упоминала это название, что вот какие были классные духи в ее молодости. Это вот опиум, маженуар, черная магия она называла, маженуар. Вот. И мне кажется, я всю свою жизнь с самого детства знала, что есть такой аромат опиум. Этот аромат, первая его версия вышла в 1977 году, ну а это уже версия 2009 года, а мой флакон конкретно выпущен в 2012 году. Я пробила по бачкоду, то есть ему уже 12 лет. Здесь, как видите, вот крышка уже облезла. На крышке тут должно было быть золотое покрытие, но оно малость подоблезло. И вот здесь на вот этом воротничке, в принципе, есть покрытие, а вот сверху тут почему-то он облез, не знаю в связи с чем, может быть, если у человека руки были вот в парфюме, допустим, или в чем-то таком, или в спирте, то если дотронуться, то покрытия могут облазить. Здесь тоже немножко вот это золотое колечко, да, окантовка на вот этом иллюминаторе. Тоже она немножко тут подстерлась. Как и сама надпись даже тоже немножечко там начала подстираться кое-где. Ну, видимо, этот флакон пережил немало каких-то перипетий в своей жизни, видимо. Вот. В общем, это продавец, женщина, которая продавала этот флакон. Да, я ее увидела еще больше года назад. Я у нее покупала, ну, это потом уже было. Я решила опиум не покупать. Думаю, ну, дорого носить вряд ли буду. Аромат тяжелый.
ну, как-то хочется, но колется. В общем, потом у нее появился, я увидела у нее аромат Blue Marine Danger Rose, я купила у нее флакон, он был дешевле, так как там, по-моему, 30 миллилитров или 50. И он был намного дешевле этого флакона, и там аромат более носибельный, такой можно на каждый день, поэтому его я, в принципе, почти не сомневалась, купила. А этот аромат, конечно, такой очень специфичный. Вот. В общем-то, было чуть меньше года назад, я начала, ну, продолжала, вернее, иногда ходить на барахолку, уже не так часто, но иногда забегала перед работой, и я уже все думала, вот бы снова увидеть этого продавца и, возможно, купить этот флакон. Мне уже так по деньгам нормально уже эта цена звучала, поэтому я думаю, вот сейчас бы я уже купила бы его для коллекции, для расширения своего ольфакторного опыта, скажем так, купила бы его. Вот хочется все-таки, да, вот какой-то он как фетиш для меня, да, хотелось мне иметь этот флакон с иллюминатором, ну вот именно, наверное, в парфюмированной воде, вот с этой трубочкой черной внутри. Хотелось, конечно, мне его иметь как просто какой-то такой экспонат, скажем так. Хотя у меня коллекция, конечно, никакая небольшая, и никаких таких особо эксклюзивов прям в общепринятом понимании там особо нет. Ну, есть парочка каких-то редкостей. И на этом все. Ну, это, конечно, этот аромат до сих пор выпускается. Его купить и заказать в магазине по интернету, в принципе, можно. И в городе у нас уже, когда открылись парфюмерные магазины, то я увидела в продаже такой флакон. Ну, там, конечно, цена заоблачная. Ну, нет смысла просто покупать аромат, который будешь носить редко за полную цену. И вот зимой я как-то забегала на барахолку, и летом и осенью забегала, этого продавца не было. Думаю, ладно, дождусь весны, потеплеет, может быть, она появится. Ну и вот в субботу я в очередной раз тоже думаю, ну уже потеплело, схожу на барахолку, посмотрю. Ну и вот в субботу я в очередной раз тоже думаю, ну уже потеплело, схожу на барахолку, посмотрю. Ну, и вот наконец-то свершилось, увидела. У меня особо не было времени раздумывать, потому что нужно было бежать на работу. В общем, я быстро отдала деньги, схватила флакон и побежала. А вот, ну, прихожу я на работу, в общем, брызнула один раз я на блотер брызнула. В общем, да, начала я знакомиться с этим ароматом. Конечно, старалась там, чтобы никто не услышал этот аромат, но от одного пшика ничего, в принципе, плохого бы не случилось. Что мне напомнил он с первого затеста? Он мне напомнил спальню моей бабушки, где пахло, видимо, это был ладан или мира, в общем, то, что наши бабушки жгли в своих спальнях около икон, там, где вот стоят иконы, и я помню, там была какая-то такая металлическая штучка у бабушки, где лежали такие какие-то, ну, то ли это что-то типа камешков или что-то похожее на янтарь, возможно. Это был ладан или мира, вот это я уже точно в этом не разбираюсь, но и ладан и мира есть в этом аромате. И это то, что вот первое, что мне напомнило, какое-то воспоминание из детства. И, в принципе, не слишком далекого. Ну и дальше потом, когда мы ходим в церковь, да, мы всегда эти ароматы слышим там. Хотя я не часто хожу в церковь, скажем так. Потом, конечно, этот аромат, сейчас я его слышу как более зеленый. Вообще вот какая-то сладинка цветов и цитрусов, которая в нем присутствует, она очень быстро слетает, она где-то в первых нотах находится и длится недолго. Какая-то вот эта цитрусовая свежесть, которая тут, в принципе, в нотах есть, и цветы. Я не различаю здесь цветов, если честно. Тут как-то все звучит слитно, как-то трудно разобрать его на ноты. Ну и к тому же вот я нанесла сейчас на ватный диск
на моей коже он, мне кажется, еще быстрее уходит вот эту бальзамичность, ладан мира, вот это вот такая вот холодная такая зелень, бальзамичность, древесность, он, мне кажется, быстрее всего уходит вот в это раскрытие. А вот цитрусы и цветы на моей коже, мне кажется, совсем звучат очень недолго. Возможно, что-то еще изменится. Я вот сейчас, я уже несколько пшиков сделала из флакона. Возможно, там в трубочке была застоявшаяся жидкость. Вот я сейчас пока не понимаю, пропшикала я уже трубочку или нет. Дальше буду пользоваться, уже, наверное, пойму, изменится как-то аромат или нет. Возможно, там застоялась, и аромат мог быть в первых пшиках не такой, какой он должен быть на самом деле. Ну, в общем, да. Конечно, он очень несовременный. Если так вот издалека, ну, хоть в шлейфе, то, в принципе, вроде бы не особо и пугает он меня. Если, конечно, я приближу ватный диск к носу, то... Да, мне вот он слышится как такой зеленый, бальзамичный, пряный. Конечно, специи, пряности, все это здесь есть. Сладости тут немного, минимально сладости. Ну, смотря с чем сравнивать, опять же, друзья. Смотря с чем сравнивать. Вот я здесь выставила флакон, которые относятся к прошлому столетию. Самый старичок здесь по появлению аромата, по его, скажем так, изобретению, это «Красная Москва» от Новой Зари. Потом «Шанель номер 5», потом «Опиум», и уже в 80-х появилась «Самсара Герлен». Ну, все это ароматы 20 века, и где-то они мне по настроению где-то перекликаются с «Опиумом», поэтому я взяла сюда эти флаконы к нему в компанию. Ну, я же говорю, смотря с чем сравнивать этот аромат. Если с «Красной Москвой», то «Красная Москва» слаще, более цветочная, более ореховая. Вот этот иланг сладкий, там желтые цветы, вот «Красная Москва» послаще. Если сравнивать с «Шанель номер 5», «Шанель номер 5» она более пудровая, более нежная, конечно, в ней нет этих смол, в ней больше, ну, она совсем другая, конечно. Она, ее, конечно, нельзя сравнить, ну, чисто по знаковости, да, по легендарности этих ароматов, вот в этом они схожи, то, что и тот, это ароматы легенды уже на сегодняшний день, без которых не обходится уже ни одна, наверное, парфюмерная коллекция, но которые и тот не так часто люди носят. И когда их дарят, то в итоге их или продают, или передаривают. Потому что вот этот флакон «Опиума», как мне сказала женщина, которая его продавала, что ей подарили, но она им не пользуется. Ну, хотя вот видите, около 30 миллилитров все-таки треть флакона здесь все-таки кто-то использовал. Не знаю, может быть, она кому-то от Леванты делала, может быть... Хотя вряд ли, я в этом немного сомневаюсь. Может быть, пока она его продавала уже кому-то, ну, разрешала брызнуть, чтобы послушать аромат. Может быть, так вот выбрызгали потенциальные покупатели. Я не знаю. Но когда я первый раз увидела этот флакон, мне кажется, в нем было побольше жидкости. Но, тем не менее, мне этого предостаточно, этого остатка. Самсара, конечно, это больше, ну, для меня это такой цветочный пудровый аромат с нотками цитрусов. Но «Опиум», конечно, да, по легендарности эти все ароматы, можно сказать, с ним в одном ряду стоят. Но по его вот этой бальзамичности, конечно, он здесь такой самый громкий, самый пряный. В нем много ладана, много миры. Это то, что в нем прям сразу слышится. Для меня это аромат зеленый. И вот это, скорее всего, вот эти зеленые ноты, вот именно, возможно, гальбанум или дубовый мох, что-то в нем есть, то, что относит нас вот в это ретро-звучание. Потому что сейчас есть
тоже модное, да, направление пряные восточные ароматы с большим количеством специй и пряностей, но вот эти вот, мне кажется, зеленые ноты, они именно дают ему вот это вот эту несовременность ему придают. Да, в шлейфе, возможно, можно его принять за какой-нибудь ядреный манталь. Интересный аромат, возможно, он более осенний, более зимний, конечно. Весна, осень, возможно, не совсем его время. Ну, весна еще пока прохладно, еще можно пару раз его поносить, как я считаю. Вот у нас сейчас еще прохладно. Вот. Ну, конечно, очень я рада, что он у меня появился в коллекции. Я знала, что это будет не самый ходовой аромат на сегодняшний день у меня в использовании, но тем не менее, хотелось мне его, чтобы он у меня был. Не знаю, вот такой какой-то, такой вот, как говорится, закрыть гештальт нужно было. Вот закрыла. То, что это аромат, который расслабляет, да, возможно, где-то это аромат каких-то восточных храмов, вот эти палочки, которые жгут, ароматические, да, в Индии, в Таиланде где-то. Аромат каких-то буддийских восточных храмов. Есть такое в нем, да. И, конечно, то, что он относит нас в детство, где нам было хорошо, спокойно, ну, мне, по крайней мере. Не всегда, конечно, но тем не менее, по большей части все-таки из детства какие-то приятные воспоминания остаются, плохое забывается, поэтому, возможно, еще поэтому многие говорят, что это какой-то успокаивающий аромат для них. Мне кажется, потому что он напоминает вот ту эпоху, вот этот Советский Союз, да, когда все было дефицитом, ничего не было, французские духи было трудно достать. Конечно, тогда это был очень желанный аромат для многих женщин. Хотя мне кажется, что ну, все-таки, да, я вот посмотрела, какие в то время были ароматы, схожие по звучанию, да, он, мне кажется, не был он каким-то прям революционным на то время. Тогда было много похожих ароматов с похожими нотами. Конечно, те, которые, ну, многие из них появились уже после него, там, в 1978 году там появились тоже пару знаковых ароматов, очень известных в таком ключе. Но есть и ароматы, которые появились раньше. Вот, например, Estee Lauder Private Collection, он был выпущен в 1953 году. Он, мне кажется, тоже вот где-то в этом направлении. Я когда-то тоже на барахолке увидела его в продаже. Я когда открыла крышку, понюхала, у меня просто сразу такое было какое-то отторжение. Ну, просто из-за того, что он очень ретровый. Он еще более зеленый, в нем меньше пряности, больше, наверное, гальбанума зелени, дубового мха. Ну, тоже где-то плюс-минус такое вот несладкое зеленое направление. Я прям отпрянула от этой крышки, потому что прям очень он такой был, очень ядреный, очень несовременный. И, конечно, вот как-то его купить у меня вообще желания не возникло, хотя это тоже очень известный винтажный аромат. Ну, а вот за счет этой пряности опиум все-таки он ближе к современности. То, что эта версия уже 2009 года, уже практически наше время. Ну и то, что сейчас все-таки ароматы с пряностями, с специями очень даже в моде. Поэтому тут он где-то перекликается с современностью. Поэтому он все-таки не настолько инородный для нашего восприятия. Для моего конкретно, вот он не является настолько инородным все-таки. Я вот первый день, когда я его на блоттер брызнула, на кусок картонки, и я прям целый день не выпускала из рук этот блоттер, я принюхивалась к нему целый день. Вот так вот мне прям вот хотелось его ощущать, обонять. Прям нос тянулся к этому аромату. Поэтому, да, он очень интересный, очень необычный.
Ну, конечно, не на каждый день, но тем не менее. Напишите в комментариях, есть ли у вас этот аромат, как вы к нему относитесь. Я знаю, что его многие любят. Но для многих он является парфюмерным кошмаром. Всем хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.